Привет. Здорово. Так, значит, смотри, я съездил в тоннель, помнишь, о котором я говорил? Угу. Вот, да, я увидел там тени, какие-то две тени ходили. Вот, я записал на камеру, на камере они есть. Короче, на вот посмотри. Включу. Вот, значит, посмотри, твое мнение нужно, что там это такое. И сколько было теней? Так, я наблюдал две, дальнобойщик описывал одну. Они прибывают. Кто? Нам надо туда вернуться срочно. Сейчас? Нет, ночью. Мне надо взять кое-какие вещи. Ну, так, ладно, давай, значит, время что у нас? Через 2 часа выезд. Подготовишься, успеешь? Да. Ну все, давай заеду за тобой. Все, мы приехали к тоннелю. Сейчас возьмем все свои вещи, камеру и пойдем смотреть вот эти тени. Короче, пока ехали сюда, что-то я смотрел, что Паша такой задумчивый был прям. Всю дорогу молчал, о чем-то думал. Вот, какие-то там штуки свои взял, какой-то чемоданчик тяжелый, прям жесткий. Вот, и сейчас мы зайдем, вот он, тоннель, Паша. Видишь? Вот это, да? Да. Вот он, вход. Вот. Паша, ты идешь? Иду. Так, вот мы. Но пока не видать теней. А они здесь. И их 3. Ну что, Паша, может, ты расскажешь вообще, что это за место? Просто сдается мне, что ты что-то не договариваешь, и все-таки ты знаешь, что это за тени. На Земле есть много мест, где образуются такие ловушки. В них обычно попадают неупокоенные души людей. И когда эта ловушка накапливается, то произойдет напряжение и случаются несчастья. Разбиваются самолеты, машины, люди погибают. В общем, надо эту ловушку закрыть, опечатать даже. Тут пока 3 души, но будут намного больше. Я должен поговорить с этими душами и узнать, что их здесь держит. А я могу поснимать, как ты там с ними разговариваешь? Поснимать-то можешь, но сам ты должен уйти. Куда идти? Наверх выйти? С тоннеля уйти? А уйди туда, в ту сторону тоннеля. Так, Паша, ну что, я камеру поставил. Все. Свет выставил, не мешает, нормально так? Да пойдет. Теперь тебе надо уйти, я готов к диалогу. Хорошо, понял. Ты меня по рации потом вызови, как закончишь. Хорошо? Да. Так, ну что ж, я пошел. Паша сейчас будет вести диалог с душами, как он мне сказал.
Но мне находиться там нельзя. Поэтому я ухожу подальше, в ту комнату насосную. А Паша там будет разговаривать. Там стоит статичная камера, я очень надеюсь, что она все запишет. Конечно, я бы хотел поприсутствовать при этом процессе, но он сказал нельзя. Ну ладно, камера запишет, там посмотрим, что получится. Так, никого нет. Сейчас комнату эту посмотрю. Чтобы здесь тоже никого не было. Жертвы есть тут? Да, только собака. Так, в комнате никого нет. Кстати, по иронии судьбы, эту комнату я тоже назвал ловушкой. Только ловушкой для животных, которые вот падают здесь и остаются там, собаки гниют, дохлые. А Паша назвал этот тоннель ловушкой для душ. Андрей, выйди на связь. Паша на связи. Я закончил, ты можешь подойти, но только осторожно, аккуратно иди. Хорошо, принял. Возвращаюсь. Так, ага, Паша у стены стоит. Сейчас подойду, все расспрошу. Паша, ну что, ты поговорил? Да, я поговорил. Что, какую-то информацию узнал? Да. Тут 3 души. 2 мужские, 1 женская. Чего себе. Да, их всех здесь держат незавершенные дела. Ты выяснил, что за дела? Первая душа мужская, мужчина. Он сбил человека насмерть. И вскоре погиб сам. Он очень раскаивается и хочет попросить у него прощения. Второй мужчина, пропавший без вести. Он хочет, чтобы родственники его нашли. И надо им отправить его местоположение. А третья? А третья женская душа. Она умерла при родах, она не может найти своего ребенка. Она думает, что он мертвый, а он живой. Так, а что делать-то с ними? Надо выполнить их волю и закрыть эту ловушку. Что, как будем выполнять? А что делать, Паша? Значит так, тебе надо съездить на могилу той женщины, которую он сбил, и попросить прощения. Так, а я как найду могилу-то эту? Кладбище, сектор 28. Оперный театр. Ладно, а со вторым что?
Второму надо оставить записку родственникам с его местоположением и бросить в почтовый ящик. Местоположение это какое? Где он находится? Колодце возле заброшенного дома. На улице 5. Ладно, понял. А с беременной что делать? Ребенка что ли искать? Нет, там труднее будет. Ей принести надо куклу. Какую куклу еще? Обычную девичью куклу. Вот дети играют вот эту куклу девчачью, что ли? Да. А где куклу-то ночью найду? Ищи где-нибудь ее, но ее надо добыть. Так, в какие-то сроки это надо сделать? Чем раньше, тем лучше. Ладно, все, я тогда поехал. Ты здесь будешь? Да. Или ты со мной поедешь? Нет, мне надо быть тут и следить за ловушкой. Хорошо. Вот, значит, я приехал нашел 28-й сектор. Значит, что мне Паша там говорил. Значит, сейчас кладбище. Ладно, сейчас буду искать нужную мне могилу и выполнять вот эту волю этой души, как мне Паша сказал. Значит, блядь, какие-то шуршания, ё-моё. Собака какая-нибудь. Ладно. Сейчас похожу, поищу. Точно собака лает. Ну все, не лай, не лай. Так, сейчас мне нужно здесь поискать. Значит, когда собака лает. Так, сейчас я. Ну все, не лай. Может, она мне подсказывает, куда идти. Слушай, пойду-ка сейчас к ней подойду. Может, действительно какая-то подсказка идет. Так, где проход-то? Значит, что произошло? Пошел на лай собаки. Значит, ходил там среди могил. И в итоге, вот она тут меня. Вот она до сих пор рядом. Она здесь даже не одна. Ну, короче, я нашел эту могилу, которая мне нужна была. Как будто они меня привели. Значит, сейчас я буду делать то, что просил Паша. Попросить от имени той души прощения. Снимать это не буду, конечно. Вот, как все сделаю, сяду в машину. Расскажу, что было. Ну что ж, в общем, как мог, сделал то, что нужно было сделать. И вы вот знаете, такое ощущение было, что вот как-то вот тяжело было, конечно, это кладбище тут. И ходить-то немножко так тяжеловато. Вот. Но все-таки поговорил, попытался там что-то объяснить, как-то вот передать. И вот такое чувство было, как будто раз и отпустила какая-то легкость. Сейчас сяду в машину, попробую Паше позвонить. А, кстати, вот
Вот этот друг мне помогал. Друг, ты где? Абонент. Блин, абонент недоступен. Значит, приехал по адресу, который сказал Паша. Нашел вот этот дом. Сейчас напишу записку, где укажу местонахождение тела от второй души. Вот. Положу это все, скину в ящик ее, значит. Так, значит, здесь почтовые ящики оказались на улице. Это упрощает дело. Сейчас найду нужную квартиру и сброшу послание. Так, вот почтовые ящики. Что тут у нас? Так, все. Вот, засунул. Дом. Что, некоторые не спят. Или встают уже, просыпаются, не знаю. Так, ну все, записку закинул. Так, теперь мне нужно найти куклу. Алло. Света, привет. Извини, что поздно звоню. Дело срочное есть. Привет, Андрей. Мы не спим еще. Слушай, скажи, у тебя есть дочь же, да? У меня их две. А, две даже? Скажи, а у вас есть там какая-нибудь кукла вот детская, девчачья, вот, которая играют девчонки? Надо посмотреть. Есть вроде коробка с игрушками в кладовке. Младшая это во 2 класс пошла уже. О, большая уже. Слушай, а можете посмотреть, если есть какая-нибудь кукла ненужная, можете мне ее отдать? Да, конечно, забирай. Ну, хорошо, давай тогда сейчас минут через 15-20 примерно подъеду. Приезжай, только мы не дома, мы у свекрови. Но дочь старшая дома. Я ей сейчас позвоню, она куклу найдет и отдаст тебе. Все, хорошо, подъеду, позвоню. Спасибо. Как приедешь, звони. Угу, хорошо. Так, все, куклу нашел. Так, а сейчас я ее заберу, и надо до Паши ехать. Здравствуйте. Да, я. Ага, спасибо большое. До свидания. Так, ну все, куклу я добыл, а сейчас надо очень быстро ехать к Паше. Как бы с ним там что ни случилось. О. Не понял. Что, машина такая? А, прицеп. Сделали, ладно.
Значит, вот я иду. Приехал в тоннель, не знаю, что там, Паша живой, нет. А Андрюша тут куклы такой. Герой-спаситель, что там сейчас? Так, быстрее, быстрее, что там? Свет вроде горит. Паша, ты живой? Живой, живой. Короче, я звонил тебе, дозвониться не мог. Телефон не берет. Но я сделал все, что ты говорил, на кладбище съездил. Как бы на могиле там поставил, поговорил. Я знаю, я уже отпустил 2 души. А это что у тебя тут за цепи? Специальные заговоренные цепи. Оперный театр. Так, Паша, куклу я добыл. Что делать теперь? Твоя миссия на этом все. Иди наверх, жди меня там. Надо отпустить 3-ю душу. Хорошо, понял. Паша, давай так, если через полчаса ты не выйдешь, я за тобой вернусь. Все нормально будет. Иди. Да, но сегодня ночь насыщенная, уже утро скоро. Да, минут 20 прошло. Тихо, шуршит тут. Шуршание. Паша, Паша, это ты? Паша, ну что там? Ловушка закрыта, души спасены.